Намибия. Как сладко звучало это слово в наших умах. Да не только в наших. Практически все оверлендеры, которых мы встречали в Западной Африке, мечтали о Намибии. Там должны были открыться двери в нирвану и закончиться все страдания оверлендерского народа. В Намибии ждали животные в национальных парках, изумительная природа, безопасность и порядок вокруг. Ну и, конечно же, первоклассные кемпинги и вкусная еда. И вот, на 108-й день путешествия Намибия предстала перед нами. Мы пересекли довольно цивилизованную границу и направились в наш первый кемпинг в этой стране. Путь лежал вдоль реки Кунене, по которой проходит граница Намибии и Анголы. Вдоль сухой дороги из гравия живут местные племена Химба. Частенько они выбираются на дорогу, чтобы остановить туристов и что-то попросить. Особенно дети. Hello. How are you? Are you good? What is your name? What is your name? I'm Olena. Jondu. You Jondu? Slava. Olena. Jondu. Do you speak English? You speak English or No not? English. No No English? English. Ah. Sweetie. Sweetie. We don't have sweetie. Are you sweetie? No, it's no sweetie. You want a photo? Photo. You want photo? Photo. Yeah. This is you. You see? This is you. Jondu. Jondu. Конечно же, детей в первую очередь интересуют сладости. И в самом деле, много кто эти сладости дает детям. Мы все-таки решили так не делать, ведь часто стоматологов нет в радиусе сотен километров. И даря моментальную радость себе и ребенку, мы, сами того не понимая, создаем страдания в более долгой перспективе. You're not supposed to feed them. No, they're little fish and frogs and whatever they can. So he's gonna enjoy egg, but Мы в Намибии очень сильно соскучились по нормальным кемпсайтам. Остановились в кемпе в первый же день. Здесь есть душ, даже с горячей водой. Есть туалет, есть электричество, есть даже место, где можно сделать барбекю. В Намибии это называют браай. И кроме того, есть вода даже возле этого барбекю прямо. Ну, все просто шикарно. Вчера к нам вылез варан из воды, прямо прошелся по нашему месту и пошел себе дальше. Обезьяны вчера украли у нас пачку чили порошка, залезли на дерево, попробовали его на вкус, им, конечно же, не понравилось. Так и остался этот пакетик на дереве. Попробуем его как-то достать сегодня. Но вообще в Намибии прикольно. Нужно помнить, что ехать стоит теперь по левой стороне дороги. Пока привыкаем, но все классно. Отдохнув на кемпинге, мы отправились к водопаду Эпупа. Сезон был сухой, но водопад все равно поразил нас огромным количеством воды. Тяжело осознать, откуда берется вся эта красота среди полнейшей засухи вокруг. Мы на водопаде Эпупа. Местные дети пришли к нам, начали сначала лени заплетать косички, потом спрашивать, что это за штука такая, наша мохнатка. Пытаемся объяснить,
деткам, что такое микрофон и как это работает. Меня сразу облюбовали местные дети. Конечно же, вначале они всегда просят конфет, денег или еще чего-то. Но похоже, что часто им в радость и простое общение, тем более с взрослыми белыми людьми. Мы долго общались на смеси разных языков, и что интересно, как-то понимали друг друга. Похоже, удовольствие получали все участники процесса. Но есть в таких встречах и минус. Расставаться дети очень не хотели. До последнего держали за руку и просили остаться еще немного вместе. Наверное, в семьях им достается не так уж и много внимания. Путешествовать на своем транспорте в Намибии просто сказочно. Большинство дорог, конечно, без асфальта, но гравий достаточно ровный и ехать можно быстро. Вокруг нас ждали широченные просторы, куда мы вглядывались в надежде увидеть диких животных. Довольно быстро наш дозор начал приносить первые результаты. Вначале нам попались страусы, которые смешно и быстро перебирали лапами. Это была наша первая встреча со страусами в дикой природе. Они довольно пугливы и очень смешны в движении со своими юбками из перьев. Потом встретились и бабуины, скачущие через дорогу. С бабуинами во время остановок нужно быть очень осторожными. Если оставить еду в палатке или даже в машине с поднятой крышей, то эти нахалы могут вполне разорвать ткань, пробраться внутрь и разнести все в клочья. Бывали случаи, даже когда они разбивали окна в машинах. А на одном из кемпингов мы даже видели клетку, сваренную вокруг унитаза. Хозяин объяснил, что бабуины ранее выламывали сливной бачок в поисках еды. Мы попали в очень классное место, классный кемпсайт. Во-первых, сюда была очень красивая дорога, мы увидели антилоп, страусов, обезьян, и еще мы видели какую-то маленькую антилопу. Блин, это вообще просто невероятно. А тут такое на горе, у каждого свое место, свой туалет, душ. Сделай сам, ты садишься на трон и смотришь вдаль. Хозяин кемпинга – намибиец немецкого происхождения по имени Мариус, довольно странный человек. В принципе, это понятно. Ведь трудно представить кого-то не странного, кто обустроил бы кемпинг в километрах 50 от ближайшего города, где даже нет источника воды, а за всеми продуктами и ресурсами приходится ехать несколько часов. Мариус не очень любит людей, особенно местные племена. Считает их ленивыми и малоинициативными. Но, похоже, он любит животных. Кормит туканов кукурузной кашей, а еще каждый вечер, ровно в 19:30, к нему приходит семейство дикобразов. Вся вода на кемпинге лишь дождевая, а погода может быть сухой несколько месяцев, поэтому Мариус просит экономить воду. Помыв руки, в умывальнике осталось немного воды, и мы увидели, какая это большая ценность для местных птиц. Они начали прилетать с интенсивностью, которой позавидовал бы даже франкфуртский аэропорт. Пробираясь дальше на юг, суровость намибийской земли не становилась меньше. Жара, камни, горы вокруг. Природа очень жесткая, и иногда кажется, что там живым организмам делать нечего. Но это не так. Совершенно неожиданно, просто проезжая по обычной дороге, мы увидели жирафов. Они абсолютно не обращали на нас внимания. И, наверное, мы боялись их больше, чем они нас. Но жирафы просто паслись на обочине. Скажите, не прекрасно ли это? А слоны? Всего в нескольких минутах дальше гуляло семейство слонов.
просто хлопало ушами и паслось на склоне. И это никакой не национальный парк, это просто дорога. Такой мы себе представляли Африку раньше. К сожалению, в западной части Африки с животными, как мы видели в прошлых сериях, все печально. Но, к счастью, в Намибию уже все по-другому. Мы в Африке, в Намибии. Можно купить дрова за 30 намибийских долларов за пачку. Но что интересно, деньги нужно самостоятельно положить в коробочку в Африке. Доверяют люди. Если не знать всей предыстории, то, посмотрев вокруг, сложно будет сказать, где мы находимся, потому что надо одеваться теплее, вокруг ничего не растет, и вот такие пески, тучи, просто невероятной красоты пейзаж. Наш путь лежал к колонии морских котиков на берегу Атлантического океана. Но вначале нам нужно было пересечь берег скелетов. Такое название местность получила из-за суровости пустыни. Ведь когда-то, если корабль терпел крушение и людей выбрасывало на землю в этом месте, то шансов выжить не было. Ведь вокруг один песок и больше ничего. Даже не хочется представлять те муки и отчаяние путешественников, что погибали где-то тут в старые времена. Сейчас же большая часть парка закрыта для посетителей. Дело в том, что до сих пор на берегу скелетов добывают бриллианты. Когда-то их можно было увидеть просто под светом луны, и люди собирали их руками. Сейчас же все уже в промышленном масштабе, и приходится копать глубже. Но их все еще много. Бриллианты – солидная статья экспорта Намибии. Океан очень холодный. В Намибии, Атлантический океан. Было время еще в Марокко, на самом севере Африки. Мы его трогали. А теперь мы в Намибии, практически Южная Африка. Цель в виде Кейптауна уже очень-очень близко. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Помочив ноги в океане, мы все-таки успели до темноты попасть к морским котикам. Я думала, я нормально переношу запахи, но тут так воняет, так воняет. Вы знаете, дело не только в воне. Хотя даже сейчас, смотря на эти кадры на видео, меня начинает тошнить. Как вы уже сами услышали, тут есть и крики. Такое милое название – котики. Довольно обманчиво. Ни вид, ни звук, ни тем более запах не имеет ничего общего с милыми животными. Кейп-Кросс – это место, куда впервые ступила нога европейца в южной части Африки. В эту честь тут установлено несколько крестов, с которыми связана отдельная история их постоянных перемещений. Сейчас же мыс облюбовали для своей колонии морские котики. Котики живут в колониях, потому что в одиночку у них очень большой риск погибнуть от хищников. Мы сами видели несколько догнивающих скелетов этих животных и группы шакалов вокруг, которые подкарауливают морских котиков поменьше, которые отбиваются от стаи. Кроме запаха и звуков, есть от морских котиков и другие неудобства. В год колонии морских котиков потребляют больше рыбы, чем вылавливает вся рыболовная индустрия Намибии и ЮАР вместе взятая. Находиться в таком месте более получаса оказалось непросто. Но и быстро уехать отсюда нам тоже не было суждено. Но почему у нас пробилось колесо впервые в Африке, именно в том месте, где просто невозможно стоять долго?
из Польши, Куба Звалинский, когда бегал марафон по пустыням, чтобы помочь детям больным аутизмом, спрятал для нас кое-что именно на этом месте. Он выслал нам координаты, и спустя, наверное, 5 или 6 месяцев вот мы здесь, чтобы найти и узнать, что же там лежит. Вот что мы нашли. Удачи, Слава и Лена, Mage Cache. Вот так вот Magenta объединяет людей, система, с которой мы работаем. Смотрите, где мы находимся. Можно было бы подумать, что это холодный день в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки. Но нет, это Свакопмунд в Намибии. Так все похоже на Америку, просто до неприличия. Даже радио включаешь, и такое ощущение, что просто они взяли и перенаправили американское радио на свое. Вот так вот немцы здесь решили создать свою Америку. Завозим Мурзика на сервис в Намибии. Причем сервис в Намибии достаточно на уровне, все по немецким стандартам. Вчера мы вообще удивительно. Мы вчера побывали на шиномонтаже, и я пока на таких шиномонтажах не бывала. Намибия — это, как сказал нам один южноафриканский знакомый, не страна, а настроение, а точнее ощущение. Вот сейчас у нас Намибия. Как рекомендуют проверять температуру гриля южноафриканцы, нужно представить себе банку пива над решеткой и поднести руку. Если можно подержать от 2 до 4 секунд, температура высокая, подходит для стейков. Если можно держать 5-7, температура средняя, для других стейков более толстых. Ну а 7-10 температура слабая для курочки и так далее. Мы об этом не догадывались, но Намибия экспортирует свою говядину даже в Евросоюз. В супермаркетах можно купить выдержанные стейки отличного качества, уже нарезанные и готовые для приготовления по ценам от $8 за килограмм. Стейк получился достаточно хорошим. Мясо отличное. В кемпинге же, на котором мы остановились, была одна особенность – наличие резервуара с водой. И ночью нам посчастливилось дождаться зебр. Сидеть в одиночестве в темноте, всего в 10 метрах от их водопоя – это непередаваемое ощущение. На следующий день нам повезло встретить группу зебр и ориксов просто неподалеку от дороги. Подобраться к ним близко на машине – задача нереальная. Но дрон нам здорово помог запечатлеть эту природную красоту в движении. Мы приехали в национальный парк Намиб-Ноуклуфт.
Этот парк самый большой по площади в Намибии и 4-й в мире. Сюда приезжают посмотреть на самые высокие дюны в мире. Дюны постоянно меняются, благодаря ветрам и близости Атлантического океана. Кроме того, в те редкие года, когда в горах Науклуфт выпадают дожди, сильный поток воды формирует реку Цаухаб, которая разливается на 150 километров в глубину и доходит до места, которое называется Сосус-Флей. Мы идем посмотреть на Dead Valley. Говорят, что это самый-самый красивый вид в этой пустыне. А мы находимся в самой старой пустыне мира. Намиб. Сосус-Флей – это глиняное плато в глубине пустыни, в котором также находится мертвая долина, где можно увидеть засохшие акации, которым уже более 600 лет. Это одно из самых фотографируемых мест в Африке. И даже посреди таких жестоких условий пустыни все равно бурлит жизнь в самых разных ее формах. Стоит только присмотреться в песок, и можно увидеть, как проходят будни насекомых, как они пытаются выкопать для себя норку, как бегают по окрестным дюнам. Ну и, конечно, в пустыне живут страусы и антилопы самых разных видов. От маленьких быстрых и прыгучих спрингбоков до бородатых антилоп гну, о которых, вероятно, каждый из нас что-то слышал в детстве. Ну как, мы-то слышали, но как они выглядят, уже не помнили. Встретили животное, но кто это, непонятно. Есть рога от коровы, хвост от орикса, полоски от зебры, ну не совсем, но чуть-чуть полосатые. Хохолок, уши. Вообще непонятно, что это такое. Но не одними пейзажами и зверями стала особенной для нас Намибия. Еще за месяц до этого, когда мы были в Габоне, удалось дать старт удивительному приключению. Наши родители согласились разделить с нами опыт путешествия и прилететь в Намибию на 2 недели. Мы сейчас в аэропорту Хосеа Котуко, Виндхук. Мурзик там, а там уже прилетели наши родители, с которыми мы проведем 10 дней вместе. Изначально мы хотели встретиться уже в Кейптауне, но решили, что Намибия – это вариант проще, безопаснее и более интересный. Мы взяли в аренду кемпинговые автомобили и отправились все вместе делать небольшой кружок по Намибии. Первым пунктом нашего пути стал национальный парк Этоша. Возможно, вы уже слышали об этом парке ранее, ведь это самый известный парк с животными в Намибии. Там мы встретили практически всех легендарных африканских животных. Их концентрация на квадратный метр просто зашкаливает. Я видела слонов. Я видела слонов. Маленьких и больших. И много. Конечно, нужно быть осторожными, особенно со слонами. Эти животные сами не нападают, но если почувствуют от вас угрозу, либо вы преградите путь от взрослого слона к ребенку, то придется убегать очень быстро. Жирафы издали выглядят как лестницы-стремянки. По иронии судьбы, они не могут согнуть лапы, чтобы попить воду. Им приходится те самые лапы смешно раздвигать, наклоняясь над источником. Выглядит это смешно. Большинство животных угрозу не несут. Антилопы или зебры сами убегут от вас быстрее, чем вы к ним приблизитесь.
Тем не менее, выходить из машины на сафари запрещено. Проехав Этошу лишь с одной ночевкой, нам все равно удалось увидеть массу животных. Однозначно рекомендуем этот национальный парк к посещению. Не обошлось, конечно же, и без приключений в дороге. Неожиданно на проселочной дороге одна из машин пропала из виду и перестала выходить на связь. Безуспешно пытаясь ее наладить, мы развернулись и поехали обратно на поиски. К счастью, ничего серьезного не случилось, просто пробилось колесо. Хорошо, когда кто-то есть рядом. А то там, представляете, в пустыне и одна. Ужас. Вскоре мы добрались в деревню-музей племени Химба. В этой деревне все сделано традиционным способом, и жители ходят в своих традиционных одеждах. Ну, или скорее традиционно без одежд. Женщины Химба моются всего 2 раза в жизни. 1 раз после рождения и 2 раз перед свадьбой. Чтобы соблюдать гигиену, женщины покрывают свою кожу специальным раствором на основе охры и обкуривают себя дымом. Выглядит это все, конечно, экстравагантно. Для нас было сюрпризом узнать, что каждое село – это своего рода одна семья. Да, Химба практикует многоженство. Для каждой женщины в поселении есть отдельный дом. Таких домов может быть и десяток, но у главной жены дом обязательно самый большой. По одной схеме во всех поселениях строят хозяйственные помещения, охраняют скот и проводят обряды. Напоследок для нас танцевали традиционные танцы. Большинство химба уже не живут традиционным способом. Они носят обычную одежду и пользуются всеми благами цивилизации. Часто переодеваются для того, чтобы попросить денег у туристов и сфотографироваться за вознаграждение. Эта ситуация распространяется и на большинство других племен в Африке. Большинство из них уже давно перестроились на современный лад. Мобильные телефоны и интернет проникли очень глубоко. Те же племена, которые еще живут своими традициями, часто делают это из-за заработка на туризме. Откровенно говоря, это уже не очень интересно. Поэтому за всю поездку по 34 странам Африки мы посетили только один вот этот музей селения Химба. Детям в племени, конечно, приходится несладко. Нас попросили помочь ребенку, который просто лазил в грязи и у которого не заживала рана. Оказалось, что рану нужно просто промыть, и мы поделились для этого соответствующими средствами из своей аптечки, отправившись дальше в уже известный вам кемпинг Aussicht. В этот раз нам удалось попасть на кормление дикобразов. Эти животные просто умора. Все синхронно жевали кукурузную кашу и также синхронно останавливались по первому же звуку. Кроме того, нам посчастливилось попасть в шахту Мариуса после небольшой прогулки в поисках входа.
Оказалось, что шахта довольно кустарная и представляет собой круглый тоннель где-то метров 40 в глубину. В этом тоннеле живут летучие мыши, ну а по контуру находятся камешки, которые нам разрешили отколупывать, сказав, что забрать можем все, что сможем унести. Полудрагоценные материалы из шахты – главный источник заработка Мариуса. Мариус, хозяин кемпа, интересный человек. Кроме того, что кормит животных, рассказал нам свою трактовку Библии, сказал, что в Европе скоро конец, будет ядерная война в течение нескольких лет, и Украине тоже будет хана. Поэтому предлагает спасаться в Намибии. Если мы хотим переехать, он может с этим помочь. И говорит, что здесь нужны инициативные люди, которые могут открывать бизнесы, потому что местные хотят работать, но не хотят эту работу организовывать. Поэтому, если вы хотите жить где-то, где 2,5 миллиона людей на всю страну, которая явно больше Украины, приезжайте в Намибию. Дорога от Мариуса тоже не была легкой. Вначале у одной из арендованных машин отказали тормоза. Дело серьезное, но Петр Петрович смог решить все прямо на ходу, заблокировав тормозной патрубок куском фольги. Иметь механика или навыки механического ремонта в таком путешествии по Африке просто бесценно. Потом у Мурзика снова пробилось колесо. Пробили колесо, или не знаю, что с ним уже. То же самое, но на 200 километров раньше, чем в прошлый раз. Это крайне странно. Мы проехали практически 30 тысяч километров без пробоин. И вот в Намибии мы пробиваем колесо уже второй раз за неделю, почти на том же самом месте. Оказалось, что поменять колесо 3 взрослых мужчины могут приблизительно в 3 раза быстрее, чем этот процесс занимает в одиночку. И вот мы таки вновь добрались к Атлантическому океану у берега Скелетов, чтобы показать его родителям. Некоторые из них увидели океан впервые, и эти ощущения были непередаваемыми. Вообще, без лишней скромности я скажу, что восхищаюсь их смелостью и решительностью. Во-первых, тяжело представить, сколько они пережили за всю нашу поездку по Африке, сколько волновались и сопереживали. Африка в глазах большинства людей постарше – это что-то крайне опасное. И решиться попасть на этот континент впервые в жизни уже после 60 или 65 – это непросто. Тем не менее, они решились и вот радуются океану такой искренней и неподдельной радостью. Часто ли такое увидишь в обычной жизни? Исследовать пустыню мы продолжили уже вместе с коренным бушменом Францем. Франц открыл для нас пустыню так, как это может сделать только коренной ее житель. Человек, предки которого кочевали по Намибии не 1000 лет. Ведь что для нас, европейцев, пустыня? Просто песок, мертвая земля, да ничего больше. Франц же рассказал нам, как ветер создает дюны, как появился тот самый сосус флей и как можно сохранить воду на черный день среди жары. Занятия у Франца были практические. Каково было наше удивление, когда он начал раскапывать паутину паука, который скрывается в песке на глубине более метра, аккуратненько руками. Мы даже подумать не могли, насколько богат подземный мир пустыни. Там и змеи, и пауки, и несметное количество насекомых.
Все это можно увидеть только наблюдая или зная, что ты ищешь. Наверное, так и в жизни. Мы проходим мимо несметного количества интересностей, просто не обращая внимания. Навестив Сосус-Флей еще раз, уже после уроков от Франца, природа предстала перед нами совсем в другом виде. Ну конечно, каков бы ни был внутренний мир песков Намибии, огненные закаты, что раскрашивают дюны в цвета, которые не найдешь даже в фотошопе, передать на экране невозможно. Может быть, мы предвзяты? Но пустыня и этот опыт вместе с родителями останется в нашем сердце навсегда. Воистину, те 10 дней, проведенных вместе, были незабываемыми. В обычной жизни дома нам никак не удавалось оторваться от быта на недельку, просто сидеть у костра, поразговаривать и смотреть интересные места вместе. Намибия же подарила нам настоящее время без телефонов, с безраздельным вниманием друг друга и незабываемыми впечатлениями. За таких 10 дней можно получить столько качественного времени, которое не получишь и за 10 лет в привычном режиме. Расставаться было сложно, но что поделаешь. Любое приключение подходит к концу, и совсем недалеко нас уже ждал Кейптаун. 2 недели провели мы вместе с родителями, и вот мы в аэропорту. Уже провели их на рейс. Конечно, грустно прощаться, но нужно продолжать наш путь в Кейптаун. Цель уже совсем близко. Это время вместе с родителями было прекрасным и незабываемым. Так что, если у вас есть такая возможность и родители еще живы, попутешествуйте немножко вместе. Это сближает. Мы провели родителей домой, покинули Виндхук, который для нас стал уже родным. И теперь мы отправляемся дальше, на юг. Нас ждут еще интересные места в Намибии. И близится уже Южная Африка, в которой Кейптаун. Кстати, в Виндхуке мы даже нашли, посмотрите, что? Кефир. Намибия – это не только туризм. Двигатель местной экономики – это шахты, добывающая промышленность. Здесь добывают до сих пор бриллианты, и история этого пронизывает всю Намибию. Сейчас мы возле города Людерец в закинутом шахтерском поселке Кальманскопе, и здесь можно посмотреть, как все сохранилось, как выглядела эта вся промышленность когда-то, когда немцы этим занимались. И, как видите, здесь были даже заводы по производству льда для обслуживания местных. Настолько бриллианты давали много денег. Мы в городе Араньемунд. Город еще год назад был закрытым, и чтобы попасть сюда, нужно было специальное разрешение. Все дело в том, что здесь находится штаб-квартира главной намибийской добывающей компании. Здесь занимаются майнингом, но не тем, который дает биткоины, а тем, который дает бриллианты.
Это просто оазис посреди пустыни. Мы находимся в пустыне Намиб, но так и не скажешь. Все потому, что люди здесь все облагородили, точнее, эта компания, как понимаете, она достаточно богата. В городе есть даже целый супермаркет Spar, почта, несколько банковских отделений, ресторанов, магазинов. И все это всего лишь на 4000 населения. Но не только люди пользуются этими благами. И из-за всей этой травы и зелени сюда приходят ориксы и просто гуляют по городу. Я думаю, вы наверняка знаете о Гранд-каньоне в США, самом большом каньоне мира. Но вот если спросить вас, где находится второй по величине каньон, что вы скажете? Я вот уверена, что Намибия вам в голову не придет. Тем не менее, второй по величине каньон мира находится именно в Намибии. Но не волнуйтесь, мы об этом тоже, конечно же, не знали. Что я вам скажу? Я думал, что Америка это единственная страна в мире, где столько национальных парков, такое разнообразие, природа невероятная. Но проехав по Африке, как-то понимаешь, что Африка, наверное, не менее разнообразна. Вот мы нашли даже аналог Гранд-каньона, который, в принципе, по виду и не уступает своему американскому брату, но людей здесь меньше. Есть, конечно, автобусы с китайцами, но есть возможность и отъехать по бездорожью и добраться, наверное, здесь до каньона, наверное, даже проще, чем в Америке. Местами в Африке попадаются невероятные заведения, больше похожи на музей. Здесь, например, посреди пустыни собраны много американских автомобилей, номеров, инструментов. Все сделано с большой-большой любовью. Сегодня нас ждет последняя ночь этого путешествия в Намибии. Как-то грустно будет покидать эту страну. Завтра мы отправляемся в Южную Африку. А в Намибии мы пробыли месяц. Такого у нас еще не было. Конечно, с этого месяца 2 недели с нами разделили наши родители. И это было незабываемо просто. И я всем рекомендую, если у вас есть возможность провести время с родными, просто не в том месте, где вы живете. Пусть это будет даже какой-то очень ближний выезд, но так, чтобы время посвятить друг другу. Намибия стала для нас, наверное, самой любимой страной. Здесь очень просто путешествовать. Мы уже достаточно сильно расслабились после Западной Африки. Никаких проблем с коррупцией, шикарные кемпсайты, инфраструктура, везде практически есть горячая вода, природа, людей очень мало. Страна просто великолепная. Я думаю, мы еще сюда когда-нибудь вернемся, и всем вам хочу порекомендовать эту страну, о которой, наверное, мало кто вообще что-то слышал. Мы до путешествия о Намибии практически ничего не знали. Но завтра нас ждет Южная Африка с новыми сюрпризами, и Кейптаун уже близко. Пока мы пытались снять сюжет, Лена наклонилась, а собака облизала объектив и украла нашу мертвую кошку. Точнее, собака украла нашу мохнатку, и теперь она вся в слюнях. И, наверное, таки придется пожертвовать это псу по имени Саша. К сожалению, мохнатка решила не ехать в Кейптаун и осталась в Намибии, дружить с энергичным псом по имени Саша. Ну а как сложится наша судьба в Южноафриканской Республике, вы узнаете уже через неделю в следующей серии «Африки на колесах». Пока!